Запоздалый обзор на Lego Ferrari 512M, но лучше поздно, чем никогда. Конечно, вряд ли кто-то захочет ее покупать через 4 года после выпуска. Конечно, если она еще до сих пор продается. Но все же попробуем разобраться, что здесь хорошо, что плохо, какие скрытые моменты таятся в ней. И почему обзор именно этой модели. Ну а начинаем мы с предыстории реального прототипа, который участвовал в гонках на выносливость. Ну, каких-то супер больших достижений не добился. За сезон была одна победа у версии 512S в гонке 12 часов Себринга. И на этом, в принципе, и все. Но спустя 52 года, в 2022 году, LEGO выпустили набор 76906 Ferrari 512M. Эта модель насчитывает 291 деталь и является частью серии Speed Champions. Модель мне подарили 3 года назад, но пересобрал я ее только сейчас, и поэтому какие-то, многие моменты были для меня как в первый раз. И круто, что создатели всегда пытаются найти какие-то новые подходы. И это я все больше понимаю, делая подобные обзоры, потому что больше внимания уделяешь каким-то разным мелким деталькам. И тут тоже создатели могли пойти в лоб, но они пошли по-другому. И чем же это не вариант? Крепко? Крепко. Интересно? Интересно. Больше каких-то нестандартных деталей? Ну да. Поэтому и собирать было интересно. Как будто где-то было иначе. Из минусов повторной сборки, которые вряд ли коснутся многих, кроме тех, у кого все детали хранятся в одном месте, и меня, хоть у меня детали разложены по ящичкам, все-таки это меня коснулось. И я решил упомянуть этот момент. Это наклейки. Когда я собирал в первый раз, то, конечно же, наклеил все наклейки. А сейчас мне пришлось выискивать эти все детали. И это сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но опять же, это прям условный минус. Общее по дизайну. Модель максимально приближена к реальному прототипу. И тут все отлично. На самом деле я даже не знаю, какую часть можно выделить, чтобы отдельно похвалить или сказать, что не так. Вся модель представляется очень сбалансированной. Может быть, чуть интереснее выглядит передняя часть и боковые элементы, но выглядят интереснее они за счет конструктивных решений, которые я расскажу в блоке со спойлерами. Возможно, чуть скучновато выглядит задняя часть. Но что поделать, если реальный автомобиль был таким. Блок со спойлерами. Если, конечно, есть такие, кто очень хотел эту модель, но так и до сих пор и не приобрел ее. Сразу обращу внимание на детали, а именно плейт 1 на 1 с эмблемкой Ferrari. Это не новый принт для деталей, он уже встречался в некоторых ранних моделях. Но мне он очень понравился, вот с этой маленькой эмблемкой. И как вариант его можно будет воткнуть в много миниатюрных моделек. Ну и к самому интересному, это передняя часть, а в частности фары. В моменте мне пришло 3 возможных варианта создания уклона. Первый вариант это сделать уклон из уклонов. Ну тогда бы были видны выступы. Второй вариант сделать уклон тайлами, но тогда сложно было бы соединять с продолжением боковой части. И третий вариант это примерно то, что мы видим. И этот вариант смотрится максимально продуманно. Если очень хочется к чему-нибудь придраться, то можно придраться к креплению фар, они просто держатся на вот этой балке. Дальше идет просто великолепный переход от передней к боковой части. И затем переходящий в воздухозаборник. Смотрится очень плавно, органично, просто красота. Боковая часть. Конкретно смотрим на дизайн, то что ничего не выбивается из общей картины. А далее рассматриваем, насколько проработана эта часть изнутри. Сколько дополнительных деталек использовано. Я не приверженец
подобного стиля строительства, потому что с детства у меня была всегда нехватка деталей, я их всегда экономил. Поэтому мои конструктивные решения обычно были с наименьшим применением деталей. Но в данном случае и детали экономить не надо, и поэтому как раз таки классно, что создатели не идут какими-то топорными путями, а постоянно создают новые подходы. По задней части уже не все так радужно. Создатели просто пошли топорным путем. Механизмы. Машинка ездит. У нее есть колеса, и да, она ездит. Открывается лобовое стекло над кокпитом. Поднимаются, опускаются задние закрылки. И немножко двигаются фары. Вот не плюс. Ferrari 512M аккуратная по дизайну модель с некоторыми интересными конструктивными решениями. И моя оценка 7,7. А вообще обзор конкретно на этот набор получился не просто так, а потому что я хочу попробовать на нем новый формат, для которого эта модель отлично подойдет. Но чтобы опробовать его, необходимо было рассмотреть оригинальный набор. Ну и, конечно, лайки, комментарии, подписки очень приветствуются. Ну а на этом у меня на сегодня все. И до новых встреч!